Всем привет! У нас такое лето удалось в этом году, что мы были в основном на морях, на пляжах, в теплых странах. И как-то мы совсем упустили нашу любимую Алмату. И вот, наконец-то, наступила осень. Это такое прекрасное время в Алмате. И мы сегодня в любимом месте всех алматинцев, всех гостей нашего прекрасного города, это Медео. Мы приехали сейчас на машине, но сюда можно удобно добраться на общественном транспорте. 12-й автобус ходит прямо с центра города по проспекту Достык. Очень быстро, без пробок доезжает прямо сюда до Медео. Еще можно доехать, конечно же, на такси. И ходит экскурсионный автобус красный. Вот. И отсюда начинается такая приятная, прекрасная прогулка в горы, наши красивые горы. Я хочу вам сегодня показать, как мы гуляем. Мы не профессионалы, мы не такие прям любители гор. Есть у нас в Алмате такие люди, кто этим занимается профессионально, они в группах ходят или индивидуально, у них специальная экипировка есть, обувь, там одежда, рюкзаки. Вот. Мы любители такие, что мы раз в неделю приезжаем сюда просто подышать свежим воздухом и насладиться такими красивыми видами. Покажем, как мы идем на Горельник. Это такое вот место чуть выше там в горах. Я вам сейчас покажу. Сразу извиняюсь за свою отдышку, которая у меня будет. Вы ее услышите обязательно. Да, возможно, даже кашель, потому что для нас, для городских жителей, мы живем в смоге, у нас не очень хорошая экология там внизу города. Когда мы приезжаем сюда в горы, легкие наши очищаются, и вот бывает такое вот одышка, кашель. Так что посмотрим дальше. Сегодня у нас 11 сентября, прекрасная погода, и вы сейчас вместе с нами насладитесь нашей прогулкой. Идемте. Начинаем мы свою прогулку от Медео. Это высокогорный каток, который был построен в советскую эпоху. Он является самым высоко расположенным в горах катком, да, где проходили соревнования по конькобежному спорту. Сейчас здесь зимой проходят массовые катания. Это любимое место отдыха алматинцев, гостей. Вот. Как видите, здесь очень много гостей города. И отсюда мы начинаем свой путь. Чуть дальше есть такое тоже интересное место. Это лестница здоровья. В общем, по ней поднимаются те, кто физически подготовлен или хочет попробовать себя на таком достаточно экстремальном виде спорта. Я вам сейчас покажу эту лестницу здоровья, но мы по ней подниматься не будем. Я, честно скажу, не очень люблю по ней подниматься, потому что дыхание сбивается, и надо быть прям сильно подготовленным. Мы пойдем немножечко другой дорогой, там тоже очень красивая, и нагрузка тоже есть. Самое главное, когда вы собрались на прогулку в горы, надо обязательно предусмотреть очень удобную обувь и удобную одежду. Желательно это трекинговые такие кроссовки, потому что мы частенько наблюдаем, как молодежь ходит здесь в сланцах, там, в туфельках на каблуках, да, в каких-то сандаликах. Горы зачастую такое не прощают. Можно сильно натереть ноги и вообще устать. Ну и, конечно, одежда должна быть очень удобна, потому что мы вот поднимаемся вверх. Это работа, мощная такая физическая нагрузка. Конечно, есть у нас профессионалы, подготовленные люди, для которых это
абсолютно не представляет какой-то сложности. Но мы всегда готовимся к походу в горы. Нам нужно подняться, посмотрите, вот на ту верхнюю точку, это где заканчивается лестница здоровья. Я вам уже сказала, что по лестнице здоровья мы не пойдем. Мы пойдем немножечко так вокруг. Можно вот увидеть здесь канатную дорогу, она тоже такая интересная. Она начинается вот прямо возле Медео и поднимается до Шимбулака. Для гостей города это тоже такая классная возможность увидеть город с высоты птичьего полета, увидеть наши горы прекрасные. Но мы сюда ходим, чтобы немножко дать физическую нагрузку нашему уставшему телу. А здесь можно увидеть вот с этой точки вот Медео. Сейчас, конечно же, сентябрь, и ничего там сейчас не происходит. Чуть попозже здесь начнутся, уже когда снег выпадет, холодно, тут начнутся массовые катания. Всегда здесь аншлаг. Абсолютно. И в выходные, и в будни. Вот. Градус подъема повышается, отдышка становится более ярко выраженная. Но это только начало. Это только начало. И я смотрю на людей, которые уже спускаются с гор, и немножко им завидую, потому что они уже преодолели этот путь, они сделали это. И вообще каждый раз, когда собираешься в горы, вот такое вот чувство есть, что да, надо это сделать, надо преодолеть себя, свою лень, подняться в горы, подышать свежим воздухом, зарядиться энергией, возможно, даже помедитировать, а потом с удовольствием спуститься туда, к нам вниз, в наш смог. И видно по улыбкам людей, которые спускаются с гор, какое потрясающее, какое ощущение они там получили, да, бесподобное. Вот сразу видно, все улыбаются, у всех какие-то такие свежие лица. В общем, вот такая вот красота. Вот мы дошли до начала лестницы здоровья. Вот здесь она начинается. Посмотрите, вот какая она высокая. И все здесь снимают. И, короче, что я хотела сказать? То, что для неподготовленных это очень, конечно, такое сильное испытание. Мы сегодня, так как мы первый раз, еще за все лето у нас навык потерялся, да потом еще и колени побаливают, мы пойдем другим путем. Мы покажем вам. В общем, если бы мы шли по лестнице здоровья, мы бы прошли уже один пролет от начала. Но, даже не один, да? Больше. Но мы бережем свои колени, ходим в обход по пологой такой дорожке. Но она очень тоже серьезная такая. Все-таки бы я, конечно, рекомендовала лестницу здоровья более подготовленным людям.
Вот кто здесь часто ходит, тренируется, хотя бы там пару раз в неделю. Ну или совсем молодежь, вот видно, молодые идут и то еле-еле. Вот, а вот внизу Медео, видно, там чему-то готовятся. Юрты что-то устанавливают, да, какое-то, видимо, мероприятие будет. Вообще здесь у нас столько фестивалей, конкурсов всевозможных проходит. Конечно, очень интересно и нам, жителям, и гостям города. И когда вот поднимаешься, конечно, вот эта вот перспектива открывается, и каждый раз удивляешься, ну какая красота в Алмате, как здесь прекрасно, какой здесь воздух в горах. Ну, одышка есть. От Медео до Шимбулака разрешено ездить только электрокаром. Видите? Ну или же тем на обычных бензиновых машинах для тех, кто работает там, и для жителей, ну, кто живет там высоко в горах. А такой вот городской транспорт, конечно, там уже такая природоохранная зона, и запрещено портить окружающую среду выхлопными газами. Мы поднялись до верхней точки плотины. Здесь вот заканчивается лестница здоровья, я вам сейчас покажу. А мы вот здесь в окружении этих прекрасных гор. И хотела сказать, что вот эта вот плотина, она начала строиться в 60-х годах, закончилась в 80-х годах прошлого века строиться, потому что вообще Алма-Ата построена в таком месте, да, в такой климатической зоне, где очень часто раньше были селевые потоки. И сейчас такие небольшие сели тоже возникают. Это такие, знаете, грязевые потоки вместе с огромными там валунами, камнями, грязь. В общем, это страшное дело. И вот и в 18 веке, в 19 веке эти были селевые такие страшные катастрофы. В 40-х годах 20 века, в 50-х. И город наш очень сильно страдал от вот этих селевых потоков. Поэтому была построена вот эта плотина, она охраняет наш город от разрушительного селевого потока, от жертв, от разрушений. И мы живем в безопасности благодаря этой плотине. Если вот посмотреть, вот впереди, вот так вот, да, за вот горами виден город. Он, конечно же, у нас в такой дымке смога. Конечно, Алма-Ата страдает от смога, потому что находится она вот в такой вот яме, получается, да, и нет продуваемости ветром, и все вот эти вот выхлопные газы, они все аккумулируются, и дышать нам, конечно, нечем. Поэтому все алматинцы и не только приезжают сюда в горы хотя бы в выходные, и когда есть возможность, чтобы немножко дать хорошего, свежего воздуха нашим легким. Мы всегда сюда приезжаем с удовольствием. Мы сейчас находимся на высоте 1750 метров над уровнем моря. Это высокогорье, и здесь такой уже чувствуется немножко разряженный воздух. А дальше мы пойдем в такое место, называемое Горельник. Сейчас вообще Горельник тоже визитная карточка города Алматы. Я вам сейчас покажу, что там есть интересного. Вот здесь начинается и заканчивается лестница здоровья. Вообще таким определенным, люди, которые поднимаются по этой лестнице, потом видно, да, с какой гордостью они говорят.
я поднялся по лестнице здоровья. Ну, я очень поддерживаю людей, которые испытывают себя на ней, потому что это достаточно тяжело. Знаю, мне сейчас завсегдатаи наших гор скажут, что ничего тяжелого в подъеме нет, но я считаю, что все равно надо иметь подготовку для того, чтобы подняться по этой лестнице. Мы идем дальше. Вот можно посмотреть, по какой мы будем дороге идти. Вот впереди видно, да, такая вот там машины стоят. Видимо, ремонтные работы какие-то идут. Мы сейчас пойдем по вот этой дороге и придем в Горельник. Канатная дорога, видите, поднимается. Да, канатная дорога еще здесь поднимается, а вот впереди юрты. Сейчас все покажем. Когда начинается селевой поток, вот такие вот огромные горные породы, ну это целые, скалы, они падают и смешиваются с грязью, с водой, да, допустим, если дождь сильно шел, и вот такой вот с камнями, да, и вот это вот все раньше шло на город, но сейчас нас, слава богу, охраняет плотина. Вот посмотрите, это я и это вот скала. А здесь можно вот увидеть плотину со стороны гор. Она мощная и защищает, высокая она очень, и защищает город от селевого потока. В общем, после лестницы здоровья мы прошли по более такой пологой дороге, и нам осталось 350 метров до визит-центра Горельников. И там есть кафе Апокатя, и мы там отдохнем немножко, перекусим, и потом еще покажем несколько интересных мест. А пока идем немножко подкрепиться. В саду открылась здесь. Кофе, завтраки есть, закуски и всякое такое. Здесь в горах нет никаких развлечений, там ТРЦ, множество кафешек. Но вот когда поднялись по лестнице здоровья, прошли здесь по дороге и пришли вот сюда в кафешку Апокатя называется. И с таким чувством исполненного долга можно отдохнуть, выпить кофе, покушать и сделать красивые фото.
В общем, мы немножко отдохнули здесь в кафешке. Она называется Апакати. Очень милое, уютное место. Посмотрите, сколько здесь людей отдыхает, пьют кофе. Здесь можно и пообедать. Меню такой, ассортимент широкий. На улице уже достаточно похолодало, потому что в горах, да, в горах холодно. Это так, когда солнце, конечно, прогревается, но на такой высоте все-таки холодновато. Так, мы будем сейчас спускаться. Здесь по небольшой такой дорожке спустимся вниз. И там есть еще такое местечко одно. Резко похолодало. Прям мне в куртке даже холодно. Вот что значит горы. Поэтому всегда берем с собой рюкзаки. Туда теплые вещи. Даже можно шапочку. Удобная обувь. Перчатки я бы не отказалась бы даже надеть сейчас. Сложно мне и говорить на камеру, и идти, смотреть под ноги. А здесь такие крутые спуски в горах у нас. Ну ничего, стараюсь. Все для хорошего, познавательного, красивого видео делаю. Знаете, так удивительно. Есть такие коренные алматинцы, которые за всю свою жизнь, там, допустим, не были на Медео, не были там на Чарынском каньоне, ну, на каких-то таких интересных местах. Встречаются такие. Но вот мы не коренные жители Алматы, но живем здесь уже более 25 лет, и все гости, родственники, которые приезжают с других городов, а это на протяжении 25 лет происходит очень часто. Мы со всеми выезжаем, показываем наши красоты и так и узнаем об интересных местах в округе. А вот, в общем, и сам Горельник, он... Что здесь? Вот, посмотрите. Такие смельчаки раздеваются до купальных костюмов и опускаются вот в такие небольшие бассейны. Это термальные источники. Вот, и посмотрите, 1901 метр над уровнем моря. Тут не знаешь уже, то ли это крики радости, то ли это от воды. Сразу скажу, я ни разу не плавала вот в этом термальном источнике. Но термальный источник, он предполагает то, что теплая вода. Классно как.
Получилось классное видео у нас о нашей прогулке по горам Алматы. Смотрите, ставьте лайки, комментируйте. Это способствует развитию моего канала. Я буду очень рада вашим реакциям. И вообще всегда благодарю своих подписчиков за позитив и доброту. Всем пока!